Всем привет! Сегодня у нас урок номер 7, и сегодня у нас очень практический урок. Сегодня мы будем тренировать listening, аудирование, speaking, говорение, грамматику, конечно, все глаголы движения, которые мы уже выучили, а также наше произношение, pronunciation. Сегодня вам понадобится диктофон. Мы будем читать текст вместе. И, пожалуйста, когда вы читаете этот текст, записывайте себя и потом послушайте, как вы это читаете. Это будет очень полезно. Обязательно нужно делать это примерно 1 раз в месяц. И вы будете слышать ваш прогресс, и вы будете улучшать ваше произношение. Иногда русское произношение может быть довольно трудным. Итак, не буду долго говорить, давайте начнем заниматься. Меня зовут Денис, мне 9 лет. Я обычный мальчик. Хожу в школу, хожу на футбол, езжу с папой на рыбалку и за грибами и очень не люблю кашу. Вот моя история про кашу. На прошлой неделе я пошел спать в свою комнату и услышал, как мама сказала кому-то по телефону: «Обман всегда открывается». Я долго думал, как это возможно. Думал и уснул. Когда я проснулся, папа уже ушел на работу, и мы с мамой были одни. Я пришел на кухню и увидел тарелку каши на столе. Мама тоже пришла на кухню и сказала: «Ешь. Если ты съешь всю кашу, мы пойдем гулять в зоопарк». А я обожаю зоопарк. Мы ходили туда с мамой в прошлом году, и я видел жирафа, слонов, тигров и много других животных. Поэтому я быстро сказал: «Конечно, я все съем». Мама сказала: «Ну вот и молодец, а я пока пойду поработаю в комнате». И мама ушла. Я пробовал добавить сахар, потом соль, еще хуже стало. Потом я налил в кашу молока. Ужасная гадость. Потом я не знаю, что произошло, но я взял тарелку, пошел к окну и вылил всю кашу на улицу. Потом сел обратно за стол. В это время пришла мама. Она посмотрела на тарелку и сказала: «Ну что за умница мой Дениска, съел всю кашу. Одевайся, идем в зоопарк». И она меня поцеловала. В эту же минуту в квартиру кто-то позвонил. Мама пошла открыть дверь, и мы увидели, что к нам пришел полицейский. Он сказал: «Здравствуйте», и сразу пошел к окну. «Что вам нужно?» – строго спросила мама. «У вас замечательная квартира на 8 этаже, а вы выливаете разную гадость из окна». «Что за ерунда?» – ответила мама. «Ничего я не выливаю». «Ах, не выливаете!» – засмеялся полицейский. И он пошел в коридор, открыл дверь и сказал: «Заходите, пожалуйста». И в квартиру зашел какой-то мужчина. Я как посмотрел на него, сразу понял, что в зоопарк я сегодня не пойду. На голове у мужчины была шляпа, а на шляпе каша. Каша была везде, в середине шляпы, на плечах и даже на брюках. И он начал рассказывать. Я иду фотографироваться, и вдруг такая история. Каша. И горячая, кстати. Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, а это значит, что она ужасно злится. «Извините, пожалуйста», – тихо сказала она. «Разрешите, я вас почищу». И все они пошли в коридор. А когда мама вернулась, мне было страшно даже смотреть на нее. Но я пересилил себя, пошел к ней и сказал: «Да, мама, ты вчера сказала правильно. Обман всегда открывается». Мама долго смотрела мне в глаза и
И потом спросила: «Ты это запомнил на всю жизнь?» И я ответил: «Да». И ушел делать уроки. Теперь нам надо изменить предложение и поставить глагол движения, наш verb of motion, в другую форму. Как мы это делаем? Возьмем предложение. Меня зовут Денис, мне 9 лет, я обычный мальчик, хожу в школу, хожу на футбол, езжу с папой на рыбалку. Давайте изменим это предложение и поставим «хожу» и «езжу» во множественное число. Мы. Хожу becomes, put it in plural form, and it is ходим. Ходим в школу. Ходим на футбол. And then they go with their dad, but by car or by any transport, and that is ездим. They are regular actions in present. We use imperfective verb of motion ходить, ездить. Let's take another sentence. На прошлой неделе я пошел спать в свою комнату. He went to bed. This is past form, and let's make it feminine. For example, this is a girl. Пошел becomes пошла. На прошлой неделе я пошла спать в свою комнату. This is past perfective because it is a single action in the past and it is an action of setting off, set off. The next sentence. Папа уже ушел на работу. It means that the dad already left to work. Let's suppose it was mom, and let's make it feminine. Мама уже ушла на работу. Prefix у means it is the action of going away, and шел becomes шла. It is past perfective. Я пришел на кухню. I came to the kitchen. It is past perfective. We add prefix при to the verb идти, and in the past form it is пришел. Let's make it feminine. If it was a girl, she would say я пришла на кухню. The next sentence. Мама тоже пришла на кухню. This is feminine. Let's make it plural. If they were dad and mom and they came to the kitchen, that would be мама и папа тоже пришли на кухню. Great. Next one. Мы пойдем гулять в зоопарк. We will go to the zoo. Let's make it singular for I form. I will go to the zoo. Я пойду. The same prefix по with the verb идти, and this is perfective future. Мы пойдем, я пойду. The next sentence. Мы ходили туда с мамой в прошлом году. This is past. Let's imagine that they went by car. How would you change the sentence? This is fact in the past. And we use ездить in the past form. It is мы ездили туда с мамой в прошлом году. And two more sentences. А я пока пойду поработаю в комнате. I'll go and work a little bit in my room. Я пойду. Let's make it plural. Мы пойдем поработаем в комнате. И мама ушла.
Let's make it plural. For example, and we left. И мы, plural ending is ушли. Теперь ваша домашняя работа будет сделать то же самое с другими предложениями. Предложение: я взял тарелку, пошел к окну и вылил всю кашу на улицу. Вам нужно поставить глагол в женский род. Она, and then you change the verb. Взял, пошел, вылил in feminine, into feminine. Then, в это время пришла мама. You will need to make it opposite verb. Пришла means came, you need left. What would you say? Одевайся, идем в зоопарк. We are going to the zoo. Let's make it singular for ты. How do we say you are going to the zoo? Ты. What is the form? You will find the text in your homework file in the description for this video. Ну что же, дорогие мои, у нас с вами осталось еще 3 урока до окончания курса, и мы будем изучать с вами предлоги, prepositions, из, от, с, в, на, к и так далее. Да? Мы разберемся, когда и какой предлог мы должны употреблять после глаголов движения. Because sometimes we say I come from, sometimes we say I go to, and so on. So how to use all these things. И мы также выучим еще 2 префикса, и на этом мы будем заканчивать. Увидимся с вами в следующую пятницу. Хорошей вам недели. Тренируйтесь понемногу, тренируйтесь по 5 или по 10 минут, но каждый день, и у вас все обязательно получится. Пока-пока!